Народ, всем привет, меня зовут Руслан, и вы на канале Мастак. Неделю назад во всех наших соцсетях, а это YouTube, Instagram и ВКонтакте, мы проводили опрос среди наших подписчиков с просьбой рассказать, какие характеристики в эпоксидной смоле для вас самые важные. Мы надеялись на простые стандартные ответы, и мы их получили. Как оказалось, для большинства наших подписчиков самыми важными характеристиками в эпоксидке являются цена, качество, пузыри, соответственно дегазация, и взаимодействие эпоксидной смолы с красителями и пигментами. Сегодня у нас обзор эпоксидных смол. Возьмем две классные эпоксидные смолы и выясним, нужно ли переплачивать за эпоксидку, чтобы получить хорошее качество. Поехали! Итак, друзья, начнем с распаковки. В моих руках коробка с первой эпоксидной смолой. Фасовка 4 килограмма. Я думаю, многие понимают, про какую смолу я часто очень говорю. Про то, что это самая дорогая эпоксидная смола на территории стран СНГ. Давайте посмотрим, что же мы получаем за прекрасные 3960 рублей. Это эпоксидная смола Artline. Я заглядывал, естественно, но сейчас перед вами посмотрим, что же входит в состав этой эпоксидной смолы, когда мы заказываем такую фасовочку. Итак, первое. 3 мерных стаканчика. Прикольно. Красиво. Перчаточки внутри, кстати, есть. Да, на каждый стаканчик перчатки предоставляются. Прикольно. Та-дам! Я впервые такое вижу, на самом деле, потому что это, хорошие эпоксидные смолы я заказывал, действительно. Такое впервые. 2 лопатки для замешивания эпоксидной смолы. Хочу, кстати, заметить сразу же, что эпоксидку мы заказывали специально одинаковую, которую можно заливать до 4 сантиметров, и с идеальной дегазацией. По характеристикам, которые были показаны. Итак, сама эпоксидная смола. Упаковано прикольно, все четко, красиво, написано соотношение эпоксидки. Тут у нас 3 килограмма, соответственно, соотношение будет 3 к 1. И здесь у нас килограмм отвердителя. Выглядит все пока что очень даже прилично и симпатично. Что у нас здесь есть еще? Так, посмотрим. 2 маленькие палочки для замешивания. Тоже, в принципе, вполне хорошо. И самая большая приколюха, которую я видел в эпоксидной смоле. Там все, коробочка пустая, остается инструкция. Тоже вполне, кстати, приятно. И все расписано хорошо, подробно. Меры безопасности и тому подобное. Что же это такое? Я впервые это увидел. На самом деле очень круто. Это большой плюс. Будем по плюсам и минусам. Друзья, это фартук. Фартук, который можно одевать. Очень круто выглядит. Давайте один достанем. Фартук, чтобы не запачкаться. Так. Непонятно, правда, как он одевается. Немножко непонятно здесь все. Вот так вот, примерно. Правильно? Если я правильно понимаю. Оп-оп-оп-оп-оп. Все красиво, качественно и прекрасно. Если я правильно понял, друзья, это и есть как раз таки фартук, чтобы не запачкаться. Завязочки, все как положено, завязочки сзади. Пожалуй, я посижу в этом фартуке, достаточно симпатично выглядит. Итак, за 3960 рублей я получил 4 литра хорошей, 100% качественной эпоксидной смолы, 3 мерных стаканчика, перчаточки, фартуки. Сколько тут их, я не знаю, даже считать не буду. Достаточно приличное количество. На самом деле фартуки, когда идут с эпоксидной смолой, я впервые вижу. Это, конечно, уже сразу же немножечко настраивает расположение. Но сейчас не об этом. Итак, эпоксидка, стаканчики, палочки, перчатки. То есть все. Мы покупаем эпоксидку и ни о чем не думаем. Думаем только то, что будем заливать. Классно и прикольно. Давайте переходить ко второй эпоксидной смоле, и я гарантирую, сейчас будет не менее прикольно. Я вообще распаковкой занимаюсь впервые, поэтому вообще класс.
Ну что, друзья, переходим ко второй коробочке, а соответственно ко второй распаковке. И я думаю, уже визуально видно, что коробочек немного больше. И это не обман зрения, у нас действительно тут на 1 литр эпоксидки побольше, нежели в Artline. У нас тут 5 литров эпоксидной смолы. Почему у нас такая разница в весовых категориях, я объясню по ходу ролика. А сейчас, наверное, стоит сказать, что же здесь за эпоксидка. Тут у нас эпоксидная смола фирмы Eliqua, либо Eliqua. Не знаю, как правильно произносится, с каким акцентом, буду называть Eliqua. Так вроде как поприятнее звучит, но и попроще выговаривать. Давайте же посмотрим, что я получил за 3990 рублей. Ну и верх коробочки забит по стандарту. Это у нас маленькая емкость, кружечка, леечка. Кому как удобно. В Artline, напомню, было таких 3, но здесь такая, более наливающая. Приятненько. Так, техника безопасности на максимуме. Палочка для мешания. Комплектация похожа, очень похожа. Так, и вот пошла смола. Так, первая тара. Это сама смола, 3,75. И отвердитель. Кило 250. Соответственно, 5 литров эпоксидной смолы. Смотрите, какая жидкая, прикольно. Я не обратил внимания, мне кажется, в Artline не обратил, надо посмотреть. Но очень жидкий отвердитель, прикольно смотрится. Так, что у нас тут еще есть? Инструкция. В принципе, комплектации очень похожи, не учитывая того, что здесь, конечно же, немножко больше смолы на литр, но есть и маленькие ништячки, которые я оставил напоследок. Итак, 2 пигмента, 2 пигментные пасты, люминофор и 1 краситель. Все это шло в комплекте, я не докупал ничего абсолютно допом. Как мне достались красители, я объясню позже, когда мы будем делать обзор сайтов. Вы все сами увидите. Кстати, там будет видно и почему у нас разное соотношение весовое среди эпоксидных смол. А сейчас давайте переходить к практике. Там будет все подробно рассказано, как мы будем сравнивать эти смолы. В общем-то, поехали! Вперед! Практика. И сейчас объясню, как мы будем сравнивать 2 эти прекрасные эпоксидные смолы. Я думаю, самым важным и главным параметром во время покупки эпоксидки является, конечно же, дегазация воздуха. Соответственно, выход пузырей из эпоксидной смолы. Это будет главным параметром, по которому мы будем сравнивать 2 эти эпоксидки. К тому же на них указано, что они имеют 100% дегазацию. Вот и проверим. Вторым параметром будет прозрачность изделия после заливки. Ну и третьим, не сильно важным, но тоже достаточно интересным, это будет взаимодействие этих смол с красителями и пигментами. Кстати, тут небольшая загвоздка. Так как у нас есть красители и пигменты компании Eliqua, но нет красителей и пигментов компании Artline, будет несправедливо воспользоваться этими красителями в Artline. Поэтому, дабы создать равные условия, равные соревновательные условия, мы воспользуемся сторонними красителями и пигментами и проверим их на взаимодействие с этими смолами. Кстати, хочу, наверное, заранее сказать, что особого результата я не ожидаю, потому что все-таки это большие фирмы, которые делают красители и пигменты под свои смолы, под компоненты, которые находятся непосредственно в этих эпоксидных смолах. Но будет интересно посмотреть, как все-таки они сработаются с сторонними, простенькими, а возможно даже и дешевыми красителями и пигментами. Теперь как будет проходить практика? Друзья, у меня есть 2 вот такие мисочки, они абсолютно одинаковые и абсолютно прозрачные. Заранее я их подпишу, чтобы не перепутать. Одна будет у нас Eliqua, другая будет Artline. В чем же будет, собственно, эксперимент? Мы поместим в 2 эти емкости некий предмет и будем заливать его эпоксидной смолой. Посмотрим после застывания на то, как отреагирует вообще смола на изделие, будут ли пузыри. Посмотрим, насколько прозрачно будет видно это изделие. Кстати, это очень интересное изделие, интересная вещица, можно сказать. Вот, ну и проверим все-таки, правда ли написано на упаковочках и правда ли написано в характеристиках к этим эпоксидным смолам. Это будет первое. То есть это будет тест на прозрачность и на выход пузырей в эпоксидной смоле. Кстати,
замешивать эпоксидку мы будем не палочками. Палочками убираем в сторону, потому что все-таки смолы хорошие, качественные. Проверим их немножечко еще и на стойкость. Будем взбивать их вот такой вот штучкой. Это молоковзбивалка, или как мне писали в комментариях, как это правильно называется, я забыл. Соответственно, будем взбивать их на очень больших оборотах, и мы создадим огромное количество пузырей в эпоксидной смоле. Это немножечко придаст, мне кажется, соревновательных таких моментов, потому что, ну, просто замешав эпоксидную смолу, пузырей будет не так уж и много, если все это делать аккуратно. Но если мы сбаламутим всю эту смолу, будет интереснее немножечко. Это к моменту прозрачности и пузырей. Теперь переходим к моменту красителей и пигментов. Тут мы возьмем пару стаканчиков. К сожалению, у меня нет лишних емкостей, хотя, скорее всего, возможно, даже найду сейчас. И проверим на взаимодействие с красителем. Возьмем один краситель одинаковый, то есть для артлайна и для Эликуа и для артлайна. И также пигмент на выбор. Просто зальем, также перемешаем и в конце просто посмотрим, что у нас получилось. Если, в принципе, смола плохо взаимодействует с красителями или пигментами, скорее всего, они рассосутся по стеночкам, и серединка останется такая полумутная, полунеприятная. Вот. Так и будет проходить практика, друзья. А после того, как мы сейчас все это зальем, немножечко окунемся в мир информации об этих эпоксидных смолах. Залезем на сайт и посмотрим, каков же ассортимент, ну и качество сайта. Я, конечно, не программист, но интересненько глянуть и показать вам.
Ну что, друзья, быстренько экскурсия по сайтам Elikua и Artline. И начнем сразу же с Elikua, так как мы сначала рассказывали про Artline в распаковке. Сайт у меня уже открыт, пожалуйста, вот сайтик у нас Artline, вот он сайтик Elikua. И начнем. Сразу же можно сказать, что описание достаточно симпатично, все выглядит. И первым, что бросается в глаза, каталог, то есть не надо долго рыться, копаться на сайте. Все подробно написано, от какой фасовки все начинается. Вот моя смола, которую я приобретал, Elikua для столешниц, Elikua Profit. Смотрим цены. Сейчас, кстати, объясню, почему у нас была такая комплектация вообще. Вот комплектация 5 килограмм. Elikua Profit. Смотрим, что к ней идет. Так, инструкция, перчатки, шпатель, мерный стаканчик и лопатка. Все как положено, все было в комплекте. И вот снизу видно подарки на сумму 700 рублей на комплект от 5 килограмм. То есть, если бы я заказал 3 килограмма, получил бы подарочки на 400 рублей. Но это все просто к слову, там, где я заказывал. Также, смотрите, есть смола для рисования, украшения универсальные и толстослойные заливки. Кстати, я обратил на это внимание, очень интересно. Заливка до 10 сантиметров за раз. Ценник, конечно, на нее немножечко дороже, чем на обычную смолу 1690, но, видимо, какая-то интересная, прикольная смола, необычная. Так, давайте быстренько смотрим. Так, сразу же, пожалуйста, нашему виду предоставляют красители. Люминофор, вот именно этот краситель я заказывал, люминофор, пигментные пасты по 100 рублей и перламутровый пигментный порошок, 2 которых я взял в комплекте в подарочек, по 200 рублей. Прикольно, все, ничего лишнего, в принципе, очень кратко, понятно, ну и достаточно симпатичное оформление. Снизу, кстати, есть такой вот эпоксидный калькулятор, допустим, где мы можем рассчитать, вводим 100, не знаю, 50 на 50. Нам сразу же дает результат, сколько смолы нам потребуется. То есть можно сразу же рассчитать, сколько смолы нам надо на столешницу, на какие-то, не знаю, украшения, там, светильник или что-то такое. Так, смола прозрачная, это свойство этой смолы, которая вообще присутствует. Можно заказать также пробник. Снизу, смотрите, работы, брелки, мебель, столешники, картины, раковины, вазы, другие декор. Кто заказывает продукцию Elikua? Смотрите, блогеры, частные мастера, бижутерии, аксессуаров, художники, производители, розничные интернет-магазины и производители 3D-полов. Так, что у нас ниже? Комплект смолы Elikua включает. Ну, рассказывается, что входит вообще в комплекты. Оплата, доставка. В принципе, все понятно, достаточно четко. Давайте все-таки займем немножко больше времени, потому что, ну, надо подробненько все это изучить. Смотрите. Вот, допустим, очень хорошие, тут есть такая, столбец такой хорошенький есть, можно посмотреть, где можно вообще забрать. Для меня было вообще очень удобно, потому что в пределах МКАДа я забирал посылочку, все было очень прям хорошо. Вот, также можно курьером до квартиры, можно сказать. Ну и вот, кстати, примеры работ ниже на сайте есть, и потом указаны страны, в которых вообще продается смола Elikua, где она используется в основном, ну, приличное количество, 21 страна, прикольно. Опять же пробник, и снизу вот начинаются, получается, соцсети. Да, тоже неплохо все. Вот адрес указан, где я, кстати, забирал. Автозаводской проезд, город Москва. Прикольненько. В общем-то, честно, я человек не так тесно связанный с компьютером или чем-то таким. Вообще очень редко в компьютер залазю, только когда монтирую. Но для меня, допустим, такой сайт очень прост и, ну, доступен, действительно. Теперь давайте перейдем к сайту Artline. Я надеюсь, достаточно подробно рассказал вообще о Elikua. Тут и нечего такого рассказывать. Все подробно, тщательно и коротко. Вот тут немножечко уже другая проблемка. На Artline я столкнулся. Вообще сайт огромный, крутой, очень крутой сайт, действительно. И мы сразу же видим сверху описание, все туда-сюда. Но, что очень бросается в глаза, я не знаю, друзья, конечно же, одно дело, когда, ну, у каждого вкус свои, но, как для меня, на белом фоне голубой цвет, он очень пропадает. То есть для меня, допустим, это режет глаз, хотя зрение у меня достаточно хорошее. Так как у Artline цвет получается брендовый голубой и очень сливается. Это, наверное, один из минусов сайта.
Но теперь давайте к плюсам, действительно. Я полазил, естественно, заранее. Наличие вообще эпоксидных смол просто огромное. Огромный ассортимент. Смотрим. Универсальное рисование ювелирка для заливки столов. Толстослойная заливка, то есть все то же самое, что есть у Эликуа, но есть еще ультрафиолетовая смола, жидкий литьевой пластик, набор для рисования интерьерной картины, набор для создания уникального чехла на смартфон. То есть мы покупаем смолу, у нас целый набор, и мы сразу же все заливаем, делаем чехол. То есть ни о каких проблемах мы даже не задумываемся, все у нас есть сразу же в комплекте. Это ну супер круто. Идем ниже. Сразу же у нас начинаются красители. Вот не. Краситель подороже, чем у Эликуа, кстати, 160 рублей. Паста пигментная 240. Металлический пигментный порошок 260. Ценники на порядок, прям на копеечку. Но все же выше, чем у Эликуа. Так, вот немножечко другая уже пошла. Флуоресцентный пигмент, чернила алкогольные. Тут хочешь не хочешь, как бы сайт не был, допустим, оформлен, ну, лично для меня. Лично для меня, да, как бы он не резал глаз, но ассортимент Артлайна это, ну, прям очень сильно поражает. Ну, действительно, очень много всего. Итак, по смолам, по пигментам, по красителям, конечно же, Artline определенно выигрывает. По внешним данным, чисто на мое визуальное впечатление, мне Artline не очень понравился. Давайте перейдем теперь в красители, пигменты, наполнители и аксессуары. Давайте к аксессуарам перейдем, посмотрим, что у нас вообще здесь есть. Тут тоже очень немаленький набор, действительно просто тонна всего. На Artline можно найти прям, вот, пожалуйста, чехол для смартфона iPhone 6, 6s. Там можно выбрать, получается, наверное, и другую модель. Так, смотрите, как много всего, прикольно. Ну вот, смотрите, например, для моего телефона нету. Но, блин, для основных телефонов, я думаю, вообще есть. Прикольно, и стоит всего лишь 390 рублей. Плюс. Реально плюс. Так, планшет для рисования. Планшет для рисования. Это формы, я так понимаю, силиконовые какие-то или что-то такое. Я даже не знаю, что это такое. Разделитель. Ну, давайте даже не будем тратить время. А Artline действительно тут прям плюс улетает Artline спокойно. Но, конечно, само оформление сайта. Вот, смотрите, можно сбоку как-то полазить. Тут более удобно. Молды. Посмотрите, какое количество у них все-таки силиконовых молдов. Да. Мох. Ну, круто, круто. Не будем, давайте затягивать, друзья. Ассортимент Artline 100% забирает мой голос. Если уж у нас такое небольшое соревнование. Artline забирает мой голос, но чисто по оформлению, конечно, мне прям не очень режет глаз. На Эликуа, если мы вернемся сейчас, более все что-то. То есть мне нравится, когда на белом фоне черные буквы. Пожалуйста, я все вижу, могу спокойно прочитать. То есть, ну, действительно, черным по белому, да. Здесь, пожалуйста, вот красители, вот ценники. Если заходим на Artline, как-то, ну вот, все белое, маленькое, не настолько четкое. Но это такая мелочь, к которой можно, в принципе, и не придираться. Потому что, да, по наборам Artline просто победа. 100%. Итак, друзья, я немножечко подзатянул, кстати, вышел за рамки времени, которые сам же назначил. Так, кстати, вот пошли 2130 реальных работ наших клиентов. Круто. Но на Эликуа, кажется, тоже были работы. Даже не кажется, а были работы. Посмотрим. Да, есть, конечно же. Все то же самое. Можно полазить тоже, найти. Так, ну что, получать, приобретать наши продукты. Объяснение. В принципе, самое важное, что мы хотели увидеть, это комплектации вообще и цены. Мы увидели, по комплектациям Artline победил, по ценникам немножко завышенный, более завышенный, чем у Эликуа, но все равно вполне доступные. Я думаю, в любом случае свой голос я отдам Artline. Как бы это не кардиобило меня, потому что оформление, ну, ребят, блин. Ну, на голубом, блин, на белом фоне голубой цвет. Ну, бог с ним. Друзья, давайте переходить уже сейчас обратно. Ну что, друзья, финал. Справа у нас Artline, слева Эликуа.
изделия полностью высохли. Кстати, отдать должное, на все про все ушло 2 суток. Я вообще рассчитывал на 3 суток до полного затвердевания, но, к счастью, 2 суток изделия полностью застыли. Можно разрывать упаковку и подводить итоги. Сейчас я все это разрываю и будем считать плюсы и минусы одной и другой эпоксидной смолы. И в конце узнаем, сколько же стоит качество. Поехали! Итоги. Сейчас быстро по категориям, друзья, сравним 2 эпоксидные смолы. Наиболее важные темы, которые интересуют меня и, я надеюсь, вас, я уточню. И в конце выберем все-таки победителя 2 этих соревнований, 2 эпоксидных смолах. Ну и я скажу свое объективное мнение, какую смолу предпочел бы я. И, наверное, перед началом хотелось бы сказать, что немножечко я прогадал с заливкой эпоксидных смол, когда заливал их в пластмассовую форму. Друзья, это ужасно. Никогда не повторяйте моих ошибок, потому что, когда я начал таскать, я думал, все вылезет идеально, что вылезет все вот так прекрасно, прям оп, и будет красиво. Нет, пластмассовые формы начали разлетаться, я даже воспользовался, к счастью, очками и сохранил глаза на месте, и могу дальше снимать видеоролик, но вообще это очень опасно и травмоопасно, опять же. Это была самая дурная идея, блядь, пластмассу заливать. Не заливайте никогда в пластмассовые формы эпоксидную смолу, если рассчитываете потом ее оттуда вытаскивать. Но давайте к делу, друзья. Наверное, самая важная категория, которая интересовала и меня, и, надеюсь, вас, это, конечно же, прозрачность и дегазация эпоксидной смолы. Соответственно, выход пузырей из эпоксидной смолы. И отдать должное, друзья, я должен поставить 2 эпоксидным смолам, как Artline, так и Eloqua, по 55 баллов просто за прозрачность. Я сейчас добавлю вот здесь кадры. Справа будет у меня здесь Artline, слева будет Eloqua. Прозрачность идеальная. Автомобили видно вплоть до дисков на колесах. Круто, чисто, ну просто идеально. Я очень доволен. Это реально, ну, я работал с эпоксидными смолами, это очень хороший результат, это прям отличный результат. Но многие могут сказать: Рус, ты глянь, сколько пузырей. Тут, наверное, стоит тоже немножечко раскрыть карты. Друзья, ну, во-первых, мы отошли от всех технологий, которые только требуются в замешивании эпоксидных смол. Мы взбивали на огромных оборотах, просто фантастически пренебрегая всеми технологиями, которые просит производитель соблюдать. Ну, соответственно, из-за этого образовалось много пузырей. Ну и отдать должное правде, я должен признаться, после заливки я еще раз взбивал эпоксидные смолы, чтобы создать максимальное количество пузырей, но все равно практически все вышло. Ну, блин, очень круто. Очень круто, я доволен, все равно осталась пара пузырей, результат шикарный. То есть вы можете быть уверены, если вы возьмете, допустим, себе эпоксидную смолу или Eloqua, либо Artline, пузырей не будет. Если вы будете соблюдать технологию, все будет очень круто и красиво. Вот такие вот 2 формочки на память мне останутся. Не знаю, что я с ними буду делать, но классно, прикольно. Впервые мой эксперимент такой вот с машинками и большой залив. Кстати, они очень весомые. С этим решили. Тут я не могу как-то на какую-то сторону метнуться, потому что реально хороший результат как у Artline, так и у Eloqua по прозрачности и пузырям. Переходим к красителям. Напомню, что мы, так как у нас были красители Eloqua, но не было Artline, решили, что будем заливать все это нейтральным красителем. Я взял свой краситель, который был вообще сторонний. Буду честным, он был с Китая. И 2 эпоксидные смолы сработали идеально. Прозрачность просто шикарная, как у Eloqua, так и у Artline. Смолы сработали также прекрасно с нейтральным этой красителем, с нейтральным. Результатом я доволен, придраться не к чему. Кстати, именно поэтому, чтобы не испортить свои глаза, я не стал ломать формочки, если кому-то вдруг интересно. Теперь, наверное, когда практика подведена, итоги видны и результат понятен, тут я не могу как-то объективно прыгнуть на чью-то сторону, потому что результаты действительно один в один. Ну, блин, очень круто все получилось, придраться не к чему. Наверное, я хотел бы сказать пару слов о характеристиках, о
описании эпоксидных смол, которые давались нам вместе с комплектами, там у нас было указано, что время застывания эпоксидки 2-3 суток. Соответственно, на одной смоле, кажется, на артлайне было указано, что полное время застывания 72 часа, но отдать должное 2 суток. Ровно 2 суток. У меня уже эпоксидная смола полностью застыла. Тоже очень круто. И, опять же, плюсики 2 эпоксидным смолам. И пока что все у нас идет вровень, но давайте погрузимся в мир информации. Соответственно, в мир сайтов этих 2 эпоксидных смол. Хотелось бы отдать должное сайту Eloqua. Мне, например, он очень понравился визуально, но как бы визуально не было приятно, надо, опять же, быть объективным. И у Artline очень крутой сайт. Визуально он мне очень сильно резал глаз, но по ассортименту, по допам, которые идут к эпоксидной смоле Artline, ну, тут безоговорочная победа, и я вынужден отдать Artline, как бы я не любил эти эпоксидные смолы, дорогие, вынужден отдать победу Artline. Действительно очень круто, когда тебе могут предоставить выбор в покупке смолы, огромный ассортимент красителей, ну и плюс вот это вот, что готовый набор для создания чехла из эпоксидной смолы. То есть ты покупаешь набор и вообще ни о чем не переживаешь. Круто, очень классно. Плюсик сюда, но за визуальность я все-таки маленький плюсик карандашом поставлю Eloqua. Теперь, друзья, наверное, хотелось бы сказать то, что осталось за кадром во время заливки. Это не плюс, но это просто такая помарочка. Я ее уточню, просто чтобы вы знали. Не знаю, по каким меркам тара выделяется под эпоксидную смолу, но под эпоксидную смолу Eloqua тара была действительно удобная. Я впервые столкнулся с такой проблемой ужасной, что когда я заливал эпоксидку Artline, я думаю, может быть, на ролике даже видно, когда я заливал Artline, она забита под горлышко. Я думаю, многие понимают, что, допустим, когда мы покупаем газировку, и она налита под горлышко, очень тяжело налить ее в стакан, не проливая. И, честно говоря, я разлил огромное количество смолы и отвердителей. Если со смолой не было там хотя бы каких-то проблем, она была жидкая, но не настолько, как отвердитель, то отвердитель лился просто как вода. Мне это очень не понравилось. Это, конечно, не какой-то весомый плюс или минус, но вот здесь я это все сохраню. Artline, вы знаете, что это минус. Возьмите, пожалуйста, побольше тары, но не жалейте. Eloqua же здесь поприкольней. По сборке, опять же, в принципе, комплектации были очень похожи. Тут ничего такого. Artline плюсик малюсенький, карандашиком, опять же, за фартуки. Фартуки крутые, это вообще крутяк. Eloqua, в принципе, сборка отличная, тоже ничего лишнего, но при этом все, что нужно для того, чтобы начать работать со смолой, присутствует. Ну и, наверное, мы как раз подъезжаем уже к такому вот итогу небольшому. И самый главный вопрос остается, наверное, между 2 этих соперников, 2 эпоксидных смол Artline и Eloqua. И это ценовой вопрос, вопрос цены. Я думаю, многие заметили, что мы назвали видео «Сколько стоит качество?». И, друзья, наверное, главный посыл этого ролика – выяснить, насколько качественная смола. Я понимаю, что ассортимент на сайте – это круто. Мы можем что-то приобрести крутое, какие-то допы, какие-то разные цвета, опять же, да, какие нам нравятся. Но все-таки нам нужно качество. Качество есть. Качество есть. Но вопрос, сколько мы за него заплатим. Итак, я напоминаю. За полный комплект эпоксидной смолы Artline я заплатил 3960 рублей. Так как я забирал все это в Москве, доставки никакой не было. Это было все. Эпоксидная смола, фарточки, там были стаканчики. Я думаю, вы все видели на распаковке. За эпоксидную смолу Eloqua я заплатил 3990 рублей. Но, друзья, тут, я думаю, играет огромный плюс, который Artline, к сожалению, ну или к счастью, к моему такому небольшому счастью, потому что это дорогущая эпоксидная смола, Artline никак не переплюнет. Будем объективными. 3990 рублей мне досталось 5 литров эпоксидной смолы Eloqua, 7
там совместно красителей, пигментов и пигментных паст, соответственно, которые тоже стоят денег. Мне предоставили подарок на сайте Эликоа, где я все это оформлял, заказ. То есть при покупке 5 литров мне дали скидку, вернее, подарочный такой талон на 700 рублей. Но это супер круто, действительно. И если мы возьмем так, вообще считать прям грубо-грубо, эпоксидка мне обошлась в 3300 рублей. Если мы берем, что эпоксидная смола стоила 3990, но вычитаем 700 на красители, которые не должны были предоставляться, допустим, как в Артлайне, это огромный перевес. И, наверное, подводя итог, который я бы хотел сказать со своей стороны, это исключительно мое мнение. У каждого, я думаю, после просмотра этого видеоролика останутся разные впечатления. Возможно, кому-то понравится Артлайн, даже за какие-то мелочи, за фарточки, за какие-то, может быть, там стаканчики или что-то подобное. У меня осталось отличное впечатление о смоле Эликоа, отличнейшее впечатление о смоле Артлайн. Я все время думал, что вот, переплата, но нет, качество действительно на высоте. Но в этих двух эпоксидных смолах я разницы в качестве не заметил. И переплачивать практически 1500, если с учетом, что здесь было на 1 литр эпоксидной смолы меньше, я бы лично не стал, друзья. Именно поэтому, наверное, я отдам победу в этом состязании эпоксидной смоле Эликоа. А вы уже можете как бы сами решить. Можете, кстати, в комментариях написать объективно, что бы вы выбрали при моем наборе выбора, говорю, при моих знаниях и при моих вот этих вот параметрах, изделиях. Но я выбираю, друзья, Эликоа. И не вижу смысла затягивать этот вопрос дальше. Я думаю, крутой эксперимент получился. Действительно, это первый эксперимент на нашем канале. И я надеюсь, очень не последний. Потому что действительно очень прикольно. Что-то новенькое, что-то интересненькое. Я думаю, наконец-то такое более уже мы разобрали смолы разные, заливали что-то, сравнивали, залезли даже на сайты. Это вообще для меня чуждо. Я в мире информации очень такой, можно сказать, далекий от этого всего. Друзья, надеюсь, если вам понравился такой формат, мы его продолжим постепенно, по возможности, потому что это все стоит денег, естественно. По возможности продолжим. Ну а с вас я хотел бы попросить, если вам вдруг понравилось такое и вы хотите поддерживать такой формат видеороликов, обязательно поставить лайк, чтобы этот видеоролик продвигался и многие могли увидеть и узнать, сколько стоит качество, в конце концов. Поставить лайк, написать в комментариях, что бы выбрали вы и что могли бы мы еще дополнить к каким-то, возможно, качествам и характеристикам, чтобы мы могли еще сравнить среди этих двух эпоксидных смол. Ну и если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь обязательно, друзья. Не буду лить лишнюю воду, воды было и так достаточно. Остается лишь попрощаться, друзья. До скорых встреч. Меня зовут Руслан. Пока.